Добро пожаловать в Юлави Studio. Сегодня у нас особенный выпуск. Suno только что выпустил новую версию 5.5, и это открывает нам новые возможности создания песни своим голосом через ИИ. Я только что загрузила свой голос в Suno, и это было что-то. Получилось не с первого раза. Но когда получилось, я не могла остановиться. В этом видео показываю все честно. От первой неудачи до готовой песни моим голосом через ИИ. Устраивайтесь поудобнее. Будет интересно. А теперь мы с вами будем тестировать новую модель. Версия 5.5 доступна с сегодняшнего дня. Здесь можно создать также пользовательскую модель, бета-версия. Создайте модель на основе загруженных вами файлов. Это стоит 100 кредитов. Будем разбираться, что имеется в виду. Но самое главное, что нас интересует, посмотрите, это новая функция. Нам предлагают попробовать сейчас, присоединиться к обсуждению. Когда я сюда нажимаю, у меня тут стоит автоперевод вот здесь вот, да, на русский. Создайте голос, бета, да, то есть это пока что бета. Запишите или загрузите образец, и мы используем этот контент, чтобы повлиять на звучание сгенерированных вами песен, а также обучить наш сервис и связанные с ним модели искусственного интеллекта в соответствии с вашими предпочтениями. Перетащите сюда аудиофайл. Сейчас мы с вами попробуем это сделать. Здесь есть вот кнопка записи, то есть можно записать свой вокал с микрофона, можно загрузить аудио и можно выбрать что-то из библиотеки, созданное ранее. Ну, я попробую сейчас загрузить аудио. Давайте почитаем, что ниже написано. Нужно согласиться, что я понимаю, что создание голоса включает в себя обработку данных, связанных с голосом, которые в соответствии с определенными законами могут считаться биометрической информацией, и я даю согласие на сбор и обработку компании Suno такой информации в соответствии с условиями предоставления услуг и политикой конфиденциальности. Я даю согласие на использование компании Suno моих голосовых данных для обучения, разработки, доработки или иного улучшения нашего сервиса и любых связанных с ним моделей искусственного интеллекта или машинного обучения. Вы можете отозвать свое согласие в любое время. То, что можно отозвать согласие, это очень хорошо. Как видите, когда я нажала эти две галки, то сразу вот эти кнопки у нас стали доступными. И ниже у нас написано: пойте в том стиле и на том языке, который вам нравится, поп, рок, рэп или что угодно на ваш вкус. То есть можно делать музыку на разных языках своим голосом. Посмотрим, как это работает. Выберите тихое место, никаких соседей по комнате, никакого движения транспорта и никаких лающих собак. Ну, это понятно, чем тише, когда вы записываете вокал, тем лучше качество и результат. Хороший микрофон помогает, встроенный микрофон тоже прекрасно работает. Запишите видео продолжительностью не менее 10 секунд. Ну, это, наверное, неправильный перевод, да. Запишите или загрузите аудиозапись продолжительностью не менее 10 секунд. У меня уже есть такая записанная запись. Давайте мы ее сюда загрузим. Вот мой записанный вокал для песни. Так. Угу. Только 4 минуты требуется. Выберите отрезок. Ну, может быть, вот так попробуем. Отражение в глазах, вкус свободы на губах. Время плавится, течет, никто нам не предъявит счет. Лови момент, лови волну, я в этих звуках утону. Индиго ночь. Ну, в целом понятно. Попробуем выбрать этот отрезок, пусть он будет весь целиком. Дальше читаем, что здесь дальше. Создавая аудиозапись, вы подтверждаете, что загруженный или записанный вами аудиоматериал содержит исключительно ваш собственный голос, а не голос какого-либо другого человека, и что предоставление этой аудиозаписи не нарушает права третьих лиц и не противоречит условиям предоставления услуг Suno. Ну что, пробуем, используем голос. Singers sing melodies with joyful harmony and clear tones. Нам нужен еще один контент. Предлагается прочитать вслух фразу. Давайте, может быть,
Выберем русский язык здесь. Давайте. Звуки музыки наполняют сердце нежной гармонией. Проверка вашего голоса идет. Ждем. Звуки музыки наполняют сердце радостью и светом. Звук мягко льется из глубокого голоса. Итак, друзья, у нас получилось. У меня это получилось, наверное, с 10-й попытки. Что мы будем здесь дальше выбирать? Как бы вы описали свой вокал? Начинающий, средний, передовой, профессиональный. А если на английском? Ну, давайте, наверное, не прям профессиональный выберем, а вот этот вокал. Я могу сохранить свой загруженный голос. Вот он у меня появился. Голос загружен. Отлично. Далеко не с первой попытки, сразу говорю. Может быть, у вас получится быстрее. Но как есть. Может быть, сегодня очень много людей тестируют платформу, поэтому нужно было постараться, чтобы правильно проговорить текст, так, чтобы он, видимо, совпал так, как нужно. Либо, может быть, это с перегрузкой платформы было связано. Но самое главное, что получилось. Теперь давайте с вами создадим песню. Я, чтобы долго не искать какой-то промпт, возьму тот, который у меня был из последних, которые я создавала. Здесь же я возьму текст. Я создавала песню на текст «Средь шумного бала» Толстого в каком-то из своих видео недавно. И давайте вот сейчас я потестирую опять именно этот текст. Я знаю, что когда делаешь песню со своим голосом, лучше аудио influence, вот эту вот галочку, ставить где-то на 70%. Так, давайте так и сделаем. Назовем песню. И посмотрим, что у нас получится. Я сейчас не знаю, как здесь все это работает. То есть, может быть, мне нужно было именно тот текст пропевать, который я пропевала, когда загружала свой образец голоса. Я не знаю. Поэтому мы с вами вместе сейчас посмотрим, что получится. В версии 5.5 создаются песни. Сейчас посмотрим, как она работает. Вы не удивляйтесь стилю. Я тут скопировала промпт афро-хауса, поэтому я и хотела, чтобы песня была вот такая вот интересная. Мы потом с вами попробуем что-нибудь попроще, но давайте вот сначала с такой начнем, чтобы было интересней. Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты
твои покрывала черты. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Твой образ, твоя грусть, и голос твой, и слова. Мне голос твой был звуком живым, так сердце звучит в тишине. И образ твой гибкий и дивный везде представлялся мне. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Ну, что-то, может быть, в этом есть. Давайте второй вариант послушаем. По крайней мере, до этого нейросеть немножко по-другому мой голос здесь считывала. Те персоны, которые я делала раньше, получались такие более усредненные. Давайте послушаем второй вариант. Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Твой образ, твоя грусть, и голос твой, и слова. Мне голос твой был звуком живым, так сердце звучит в тишине. И образ твой гибкий и дивный везде представлялся мне. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Но мне кажется, это больше похоже на мой голос вот в этой песне, как-то более удачно получилось. Но по двум песням непонятно. Сейчас я еще какой-нибудь промпт скопирую и попробуем с вами еще. Создаем еще песни. Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Мне голос твой был звуком живым, так сердце звучит в тишине.
и образ твой гибкий и дивный везде представлялся мне. Везде представлялся мне. Ну, это похоже. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна. Тобою твой образ, твоя грусть и голос твой, и слова. Давайте послушаем второй вариант. В принципе, это похоже. Только голос такой получился достаточно ровный, то есть вот немножко такой одинаковый. Я бы попробовала еще поэкспериментировала, может быть, другую песню туда загрузила, где, может быть, вокал звучит поразнообразнее. Надо потестировать, попробовать. Мы сейчас еще послушаем вот эту песню, и потом посмотрим. Если я сюда уже загрузила свой голос, я могу, к примеру, загрузить еще один? Я думаю, что могу. Но мы с вами это проверим. Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Мне голос твой был звуком живым, так сердце звучит в тишине, и образ твой гибкий и дивный везде представлялся мне. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна. Тобою твой образ, твоя грусть и голос твой, и слова. Ну, по крайней мере, все ударения на месте, все пропелось качественно. Не было пока что ни в одной песне каких-то моментов, которые бы некачественно пропевались. Это не может не радовать. Может быть, это вот версия 5.5 так работает немножко получше, чем версия, которая была до этого, да, версия 5. Интересно, что имеется в виду вот здесь? Можно загрузить более 24 песен и потом создать пользовательскую модель. Надо потом тоже потестировать эту функцию, попробовать. Ну, я могу сказать, что вот по моим ощущениям сейчас, конечно, функция загрузки голоса работает намного лучше, намного интереснее, чем она работала раньше. Так, что еще мы можем потестировать? Мы можем, кстати, создать песню, если поставить аудио influence поменьше, и тоже посмотреть, что получится. Давайте вот по последнему промпту ничего не будем менять и создадим песни и посмотрим, как голос поменяется, да, если ставить не 70, а 25, как оно выставлено обычно. Послушаем, что получилось. Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Мне голос твой
был звуком живым, так сердце звучит в тишине, и образ твой гибкий и дивный везде представлялся мне. Везде представлялся мне. Мне кажется, это похоже. И, кстати, на 25 голос как будто бы более живым слушается. Давайте второй вариант песни послушаем. Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Мне голос твой был звуком живым, так сердце звучит в тишине, и образ твой гибкий и дивный. Очень даже, мне кажется, неплохо. Давайте еще с вами зайдем в Suno Studio и посмотрим, какие возможности в Suno Studio нам представляются. Тоже, да, здесь можно добавить персону или новый голос. То есть, если нужно, можно повторить всю процедуру заново, если что-то не совсем вам нравится, не совсем удачно что-то получилось, да. Либо можно здесь выбрать голос, который уже есть. Ну и посмотрим, что мы можем здесь сделать с песней. К примеру, берем какую-то песню, да. Мы можем ее открыть в студии на тарифе премьер. Вот она у нас внизу появилась. И можно что-то сюда добавить. Можно что-то записать поверх песни. К примеру, вот какой-нибудь синтезатор. Отрезок. У нас создается синт какой-то. Так, мы можем этот синт скопировать. И вот он добавился. Видите, вот без него. Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Так, а сейчас давайте попробуем еще какие-нибудь клавиши сюда добавить. Вот у нас 2 версии клавиш сгенерировалось. Только что у нас догенерировались клавиши. И сейчас мы можем тоже скопировать какой-нибудь вариант и послушать его.
шумного бала. Я думаю, что приблизительно смысл понятен. Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты. Ну, то есть, если посидеть, вот можно тут что-то сделать. Вот сейчас, например, у меня больше клавиши звучат вместе с голосом, который я изначально сюда загрузила. Можно тут разные сочетания попробовать инструментов, синтов, там, ну и так далее. Тут много чего доступно. Я думаю, что если интересно, могу остановиться в каком-нибудь ролике чисто на Suno студии и более детально здесь поразбираться, более подробно, какие тут можно фишки использовать. Возможностей, конечно, много, но и стоит план премьер намного дороже плана Pro. Но зато можно сходу сразу тут вот разные варианты песни создавать. Надо экспериментировать. В общем, было бы время. Ну и кредиты, понятное дело. Давайте с вами вернемся на нашу страницу Home. Посмотрим. Модель 5.5. Теперь все по-настоящему лично. Новая модель создана для вас. Ваш голос, ваше звучание, ваш вкус. Откройте лучшую, самую выразительную модель Suno. Вот, обновление в студии тоже. Warp Markers, поддержка размера, Remove FX и разные еще функции новые, которых не было. То есть, я так понимаю, можно будет что-то стирать, что-то добавлять, и все это будет еще более удобно, и тем более, что если можно загрузить голос, поэкспериментировать, выбрать тот тембр голоса, который больше всего нравится, и уже с ним создавать песни. Ну что, друзья, обновление интересное на самом деле, хорошее, открывает нам много возможностей, поэтому пробуйте тоже, пишите в комментариях, что у вас получилось, получилось ли у вас с первой попытки загрузить ваш голос. Может быть, это я, наоборот, сегодня вот столько мучилась, а на самом деле все проще. И также приходите в мой телеграм-канал, я стараюсь оперативно делиться какой-то интересной информацией с вами. Например, сегодня я еще до записи видео уже добавила туда информацию, что версия 5.5 вышла, и что сейчас можно свой голос добавить в микс. Это, конечно, очень круто. Ну и также я, к примеру, делюсь там промптами песен. Песня вот эта Deep House, по которой я сочиняла сейчас треки. Ее промпт вы можете посмотреть в моем телеграм-канале, тоже попробовать что-нибудь создать. Благодарю вас за просмотр и до встречи в новых видео на канале.